Друзья, всем привет, меня зовут Тихон, и вы на моем канале. Сегодня приготовим замечательную запеченную баранью шейку с ароматными овощами. Ну а прежде чем мы начнем, я хотел бы порекомендовать вам магазин фермерских продуктов Никитин. Магазин фермерских продуктов Никитин – это прежде всего замечательное, свежее парное мясо, большое количество молочной продукции собственного производства и просто божественная собственная кулинария. А в дополнение ко всему, при первом заказе вы получите скидку 10%, если в комментариях напишите слово «Тихо». Давайте начнем готовить. Сегодня в моих руках замечательная, сочная, жирненькая, местами мясистая баранья шейка. Ее уже мне разрубили на позвонки, и мне осталось ее только разрезать. Вот так замечательно она выглядит. И я просто уже подрезаю ее вот на такие медальоны. Отлично. С каждой стороны хорошенько перчим баранину. И хорошенько солим. И теперь наши медальончики нужно хорошенько запечатать с каждой стороны перед запеканием. Для этого я наливаю растительное масло на сковороду. Хорошенько его разогреваю и обжарю по паре минут с каждой стороны. И отправляем нашу баранину. А пока запечатываем баранину, порежем сочные овощи. Молодой цукини. Порежу его напополам. И вот просто крупными кусками отправляю его в форму для запекания. Баклажан. Его я нарежу на 4 части. Болгарский перчик. Тоже крупными кусками. Одну головку репчатого лука. Немного разберу на сегменты. И самое время посмотреть, что у нас там с бараниной. Отлично. И порежем немного моркови. Теперь все это дело нужно хорошенько сбрызнуть растительным маслом, посолить и поперчить. Соль и свежемолотый перец. И немного перемешаем. И туда же перекладываем нашу запечатанную баранину. По мере приготовления в духовке овощи будут оседать, бульон будет выделяться, и мясо будет погружаться вместе с овощами в этот замечательный образовавшийся бульонный сок. Укладываем баранину максимально плотно. Вот так.
Туда же вылью оставшийся от баранины сок. Теперь нам нужно это закрыть фольгой и отправить томиться примерно на 1,5 часа. Потом мы откроем фольгу и продолжим приготовление. Прошли 1,5 часа, запахи от баранины, от овощей по кухне стоят просто невероятные. Можете мне поверить. Давайте посмотрим, что у нас сейчас получилось, и продолжим приготовление. Красота! Как я и говорил, овощи уже немножко опустились. Смотрите, сколько сочного бульона дало мясо. Оно еще недостаточно мягкое. И сейчас самое время добавить к нему помидоры. Нарежу прям крупными кусками. Конечно, хорошо бы, если бы у вас посуда была побольше. У меня просто это максимально большая миска. Форма. Поэтому я готовлю в ней. Туда же мы отправим большой пучок кинзы, петрушки и ароматный фиолетовый базилик. Добавим сюда несколько зубчиков чеснока. И снова закрываем фольгой. И отправляем ее запекаться дальше в разогретую до 180 градусов духовку еще на оставшиеся 1,5 часа. За это время ароматные травы усилят те запахи, которые витают по кухне, помидорчики дадут свою кислинку, а мясо уже до конца пропарится, станет мягким и будет отходить от костей. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что же у нас с вами получилось. Давайте аккуратно снимем эту ароматную зелень. Как же это вкусно пахнет. И посмотрите на эти замечательные овощи. Давайте посмотрим на мясо. Оно такое нежное. Давайте попробуем кусочек. Это очень вкусно. Я считаю, что вот такой вот не очень дорогой отруб баранины, приготовленный длительное время, может стать отличным поводом для того, чтобы собрать вокруг себя всю семью за обеденным столом или за ужином. Теплое, по-настоящему домашнее, с каким-то небольшим кавказским таким колоритом. Очень душевное блюдо получилось. Мясо мягкое, овощи ароматные, свежий базилик, петрушка и кинза. Пальчики оближешь. С вами был Тихон. Не забывайте подписываться на канал. Нажимайте лайк где-то внизу, колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. До скорых встреч. Пока. А мы садимся ужинать.